У нового Mazda CX-6E сразу три большие темы. Во-первых, дизайн. Экстерьер и интерьер здесь очень выразительные. И, честно, действительно уникальные. Во-вторых, по сути, это электрическая версия Mazda CX-5. И главный вопрос, сможет ли она убедить владельцев CX-5 с ДВС пересесть на электромобиль? И, конечно, третья тема. Фактически, это прямой конкурент Tesla Model Y. Стартовая цена около 50 тысяч евро. Практически полное оснащение уже в базе. Сейчас перед нами версия с опциями, но разница в цене будет совсем небольшой. Мы подробно посмотрим экстерьер и интерьер, разберем все важные детали. И главный вопрос, насколько он хорош на самом деле. Сможет ли он заинтересовать не только клиентов Mazda, но и новых покупателей? Давайте разбираться вместе. С Томасом авточувство в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Mazda CX-6E спереди. Очень выразительный дизайн, особенно за счет интеграции фар. Здесь по сути переосмыслено фирменное крыло Mazda уже в световой графике. И через эту же зону направляется поток воздуха. Верхняя линия выглядит более драматично. Цвет насыщенный фиолетовый. Он называется Nightfall Violet. Далее, думаю, была бы в восторге. Тем более, что сегодня здесь и интерьер в том же тоне. Но, конечно, есть и более спокойные варианты цветов. Длина 4 метра 85 сантиметров. Это кроссоверная версия Mazda 6e, очень низкого и обтекаемого электрического седана. Там седан, здесь кроссовер. Колеса от 19 до 21 дюйма. Здесь установлены 21. И их можно заказать уже в базовой комплектации. Базовая версия называется Takumi, а перед нами Takumi Plus. И хорошо видно этот купеобразный силуэт. Для кроссовера он выглядит довольно динамично. Еще один аэродинамический элемент, вот этот воздуховод сбоку. Он делает внешний вид интересней и при этом работает на аэродинамику, направляя поток воздуха. Любопытное решение. Привод здесь всегда задний. Мощность 258 лошадиных сил. Mazda сознательно не делает ставку на максимальную динамику. Разгон до сотни 7,9 секунды. Это не спортивный кроссовер. По ускорению он не догонит Tesla Model Y. Но, честно, в этом и не цель. Философия здесь другая. Хороший баланс цены и возможностей. Эффективность, спокойствие и расслабленное поведение на дороге. Сзади две раздельные световые подписи слева и справа. Сплошной световой полосы здесь нет. По центру надпись Mazda. Интересная деталь. Открывание багажника в стиле Porsche Macan. Электроприводу нужно немного времени, но доступ к багажнику удобный. Внизу черный контрастный элемент. Такой же черный контраст есть и на крыше. Цвет, конечно, смелый, но, как я уже говорил, доступны и более классические варианты. Черный, белый, красный и другие. Про варианты интерьера поговорим совсем скоро. Переходим к переднему багажнику, и это на самом деле довольно интересная тема. Открывается он из салона, причем нужно нажать кнопку 2 раза. И заодно можно поговорить о батарее. Емкость батареи 78 кВт-часов брутто. С учетом буфера примерно в 5%, получаем около 74 кВт-часов полезной емкости. Это LFP батарея, причем она чуть больше, чем у Mazda 6e в кузове седан. Теперь про реальный запас хода. Я всегда стараюсь давать скорее заниженные оценки. Да, в городе можно получить паспортные цифры, но если говорить о трассе 130 км в час, да еще и в прохладную погоду, я бы ориентировался именно на это значение. Реалистично примерно 350 км при нормальной скорости на автобане. Сам передний багажник довольно вместительный, и, как у Mazda 6e, здесь есть дополнительная фирменная сумка. Очень практичное решение. Внутри тесненный логотип Mazda. Я всегда говорю так. Если вы забыли пакеты для покупок, те самые тканевые эко-сумки, которые используют снова и снова, вы просто идете в магазин, складываете все в эту сумку Mazda, потом убрали ее обратно в передний багажник и готово. Места здесь действительно немало, а под основным отсеком есть еще дополнительное пространство с инструментами. По бокам видны дренажные отверстия, сюда можно положить лед или, например, снаряжение для водных видов спорта. В целом очень практичное решение, поскольку это один из первых фактически ручной сборки экземпляров
Меня попросили быть аккуратней с передней крышкой. Закрывается она в 2 этапа. Вот так. Да, закрывать ее не так просто. Здесь есть этот аэродинамический овальный элемент, и он немного мешает. Но в целом по внешнему виду машина уже сейчас выглядит очень эффектно. А как вам? Напишите в комментариях. Как я уже говорил, перед нами версия с опциями. Но она не так уж далеко ушла от базовой. Базовая цена 50 тысяч евро. Эта версия, думаю, будет где-то 53-54 тысячи. С учетом емкости батареи и оснащения в целом, предложение выглядит очень конкурентным. Сразу обратите внимание, это цифровые зеркала. Они доступны только в топовой комплектации. И, честно говоря, это, пожалуй, еще одна причина, почему я бы не стал брать самый топовый уровень. Снаружи они выглядят эффектно, возможно, чуть улучшает аэродинамику, но разница минимальная. А вот внутри вы получаете именно цифровые зеркала. И я не самый большой их поклонник. Чуть позже покажу почему. Начнем с дверей. Ручки выдвигаются и выходят навстречу вам. В остальное время они утоплены в кузов. При этом остается нормальное физическое ощущение. Тактильность сохранена. И это, на мой взгляд, хорошо. Еще одно отличие от Mazda 6e в кузове седан – ламинированные стекла спереди. Сама Mazda 6e уже была довольно тихой на трассе, даже на высоких скоростях, а здесь с ламинированными стеклами спереди должно быть еще тише. Сзади ламинации нет, хотя это кроссовер, он выше и сильнее сопротивляется ветру, так что посмотрим на практике. Этот интерьер двухцветный, фиолетовый с белым. И да, выглядит он действительно эффектно. Это решение доступно только в топовой комплектации. Кому-то оно точно очень понравится. Но, думаю, большинство покупателей скажут, это, пожалуй, уже слишком. И это нормально. Можно остаться на базовой версии, сэкономить пару тысяч евро и выбрать либо черное оформление, либо светлый вариант. Они тоже выглядят очень красиво. Внутри дверей в этом исполнении используется выразительный белый цвет. И что важно, материал уже здесь очень мягкий, прямо в зоне двери. Верхняя часть тоже слегка смягчена. Вот здесь расположен первый экран, монитор для камеры зеркала. И проблема тут всегда одна и та же. Это двухмерное изображение с ближним фокусом, когда вы сидите за рулем, а обычно зеркало – это дальний фокус. Здесь же фокус всегда короткий. И глазам приходится постоянно переключаться между дальним и ближним фокусом. Это реально непросто. Дальше мягкий кожзам внутри двери, удобная зона под локоть, классические 4 клавиши стеклоподъемников. По ощущениям все довольно приятно. Но вот здесь кнопка открытия двери, а механическая аварийная ручка находится ниже. Важно просто знать, что она там есть. Нажимаете здесь, освобождаете, и дальше уже можно открыть вручную. В обычной жизни вы почти никогда этим не воспользуетесь, но знать, где это находится, важно. Здесь поверхность уже не такая мягкая, но есть структура, есть фактура, и за счет этого она ощущается лучше, чем просто голый жесткий пластик. С первого касания впечатление даже приятнее, чем ожидаешь. Руль с усеченным низом, и что приятно, здесь по-прежнему есть настоящие физические кнопки. Например, отдельная кнопка для камеры 360 градусов. Здесь все на кликах. Есть и быстрые клавиши, которые можно настроить под себя. Материалы без использования кожи животных, двухцветное оформление. В более доступных версиях оно спокойнее. Но и здесь материалы очень мягкие и приятные на ощупь. И посмотрите на эти сиденья. Если учитывать, что в базовой версии они будут точно такими же, просто в другом цвете. А это, напомню, базовая комплектация. За 50 тысяч евро в Европе. Перфорированный кожзам очень высокого качества, действительно мягкий. И сверху то же самое. По ощущениям уже почти уровень люкса. Здесь, честно, остается только похвалить Mazda. Выглядит очень богато, прямо мягко, плюшево. Но главный вопрос, насколько это удобно на самом деле. Давайте присядем, юный Skywalker. И да, действительно удобно. Посадка здесь более вертикальная, сиденья в 6e уже были комфортными. А здесь в CX-6e посадка еще выше и чуть шире. Это очень приятно. Ощущение действительно люксовое. Я, честно, впечатлен. Руль регулируется вверх-вниз и по вылету, так что хорошую посадку найти легко. Появились и новые подрулевые переключатели. Выглядят почти как в Bentley, с металлической накаткой. Правый подрулевой переключатель больше не выглядит как типичная деталь из коробки Mercedes. Да, что-то знакомое здесь осталось. Но в целом он заметно доработан и выглядит аккуратнее. Общее впечатление очень хорошее.
Подождите, а где цифровая приборная панель? Ее здесь действительно нет. Я к этому отношусь с некоторым скепсисом. Ровно так же я критикую и Tesla. Фактически вы видите только скорость, вон там. Я всегда говорю Tesla, дайте нам либо нормальные цифровые приборы, либо хотя бы проекционный дисплей. И что они сделали здесь? Они сказали, у нас есть огромный центральный экран, к нему мы все еще вернемся. К нему мы еще вернемся. Но отдельной приборной панели не будет, зато есть проекционный дисплей. Вот этот крупный блок здесь. И уже сейчас в режиме парковки я вижу хотя бы символ P на лобовом стекле. То есть проекционный дисплей будет достаточно информативным. И с этим уже можно жить. Вы управляете всем через мультимедийную систему, а во время движения смотрите на проекцию. Скорость прямо в линии взгляда. И, что важно, в дальнем фокусе. Это ровно то, о чем я говорил, обсуждая цифровые зеркала. Дальний фокус при вождении критически важен. Кстати, внутреннее зеркало здесь может быть обычным или цифровым. Его можно переключать между классическим отражением и изображением с камеры. Ну и теперь, думаю, самое время внимательно посмотреть на интерьерный экран. И скажу честно, это действительно люксовый салон за нелюксовые деньги. Здесь установлен 26-дюймовый экран с разрешением 5К. Сейчас он работает в демонстрационном режиме, можно видеть основные функции. Управление климатом, теплее-холоднее, здесь же подогрев сидений. Это уже не старая философия Mazda с физическими крутилками. Теперь все сосредоточено на экране. Причем экран развернут и в сторону пассажира. По ощущениям почти как домашний кинотеатр. Скорость отображается в левом верхнем углу по логике Tesla, но, как я уже говорил, она также будет выводиться и на проекционный дисплей. Верхняя часть передней панели имеет приятную структуру. Она не слишком мягкая, но это нормально. Есть интеграция атмосферной подсветки, и снова качественная кожзам на торпедо. Здесь же есть различные визуализации. Например, можно управлять солнцезащитной шторкой. И что важно, с мультимедийной системой я уже немного знаком по Mazda 6e. И она действительно работает быстро. Что пока не довели до идеала в 6e, это интеграцию ассистентов. Ассистент удержания в полосе иногда был, скажем так, навязчивым. И не всегда было очевидно, как быстро отключить то, что мешает. Я ожидаю, что здесь это доработают. Что часть функций можно будет отключать через быстрые клавиши. Это было бы отличным решением. Посмотрим, какую финальную версию программного обеспечения нам покажут совсем скоро. Но с точки зрения визуала выглядит все действительно впечатляюще. Давайте посмотрим дальше. Вот бардачок. Открывается кнопкой и опускается мягко. Внутри аккуратная тканевая отделка, тоже приятно. Ниже центральная консоль, здесь много пространства. Порты USB-C и USB-A, все на месте. По сути, консоль разделена на несколько уровней. Сверху снова этот люксовый дизайн, слева индукционная зарядка, причем с охлаждением, справа просто полезное пространство, а ниже даже подстаканники. Можно скрыть, если хочется. Вот этот дизайн с 4 точками. Полагаю, финальное качество материалов здесь еще не окончательное, но сам подход уже понятен, и при желании все это можно снова аккуратно закрыть. Здесь очень мягкая зона под локоть, открываем центральный бокс, и внутри огромное пространство. Причем здесь тоже можно включить охлаждение. И вот тут я действительно должен сказать, качество сборки отличное. Если бы вам сказали, это новый кроссовер от Bentley, вы бы в принципе поверили. Настолько это выглядит и ощущается. Да, не всем понравится именно такая цветовая схема сидений. Но, кстати, это еще и удобно. Потому что здесь есть Bluetooth динамики, можно, например, слушать музыку или аудиокнигу только для себя, а дети в это время могут слушать что-то другое. Такой вариант вполне возможен. И да, цвет сидений понравится не всем. Но мы уже видели и черный вариант, и светлый однотонный. Они тоже абсолютно нормальные и выглядят отлично. Есть изофикс уже на переднем пассажирском сидении. И снова обратите внимание, насколько плюшево все оформлено в зоне бедер и посадки. Кажется, я уже вижу какой-нибудь рождественский, ну или скорее поздний рождественский подарок для Ли. Еще один, возможно. И в целом здесь действительно просторно. Ты сидишь и ощущаешь, что тебя хорошо окружили пространством. Расположение цифровых зеркал, кстати, выбрано удачно. Да, с точки зрения эргономики все логично. Это уже особенности человеческого зрения. От этого никуда не уйти.
двери. Запас по высоте спереди вот такой. Мой рост 1,89 м, и места здесь все еще достаточно. Стеклянная крыша в базе, и еще один момент, который тоже входит в стандартное оснащение. Сейчас я не могу это активировать, потому что мультимедиа работает в демо-режиме. Но здесь есть электрическая шторка. Видно ее край. Она проходит по всей длине стеклянной крыши, и ее можно полностью закрыть, как дополнительную защиту от солнца, если нужно. Wow. Звук закрывания двери – это важно. И, кстати, зазоры кузовных панелей здесь выполнены очень аккуратно. Сделать хороший звук закрывания двери с безрамочными дверями – задача непростая. А здесь звук действительно очень приятный. Ну и напоследок зарядка. Обычная зарядка 11 кВт, быстрая зарядка до 165 кВт пиковой мощности. Это примерно 20-24 минуты с 10 до 80%. Для LFP батареи это вполне достойный результат. Ну что ж, что у нас еще осталось? Задний ряд и багажник. И уже сейчас можно сказать, экстерьер и интерьер выглядят действительно впечатляюще. Единственный возможный компромисс – это не кроссовер с максимально большим запасом хода для дальних поездок. Если сравнивать, например, с BMW iX3 или Mercedes GLC EQ. Но при этом и цена здесь на 30-40 тысяч евро ниже. Так что баланс понятен. Давайте посмотрим на задний ряд. Я даже могу открыть дверь для Йонаса. Пожалуйста, Йонас. Эксклюзивный первый взгляд, прежде чем сяду я. И продолжаем с этой цветовой схемой. Сзади очень просторно уже на уровне дверей. Внутри приятные мягкие материалы. По высоте над головой при росте 1,89 м места впритык. Но стеклянная крыша делает пространство визуально шире. Атмосфера здесь действительно люксовая. Центральная часть. Опускаем подлокотник. Подстаканники адаптивные под разные напитки. Пол ровный. Есть отдельный климатический блок. И что особенно интересно, в версии Takumi Plus есть вентиляция и подогрев задних сидений. Более того, отсюда можно дистанционно сдвигать переднее пассажирское сиденье вперед. Очень классная функция. Сейчас это не работает, потому что это выставочные автомобили. Но именно в этом и заключается разница комплектаций. В базе подогрев и вентиляция только передних сидений, в Takumi Plus еще и задние сиденья с подогревом и вентиляцией. И тут возникает вопрос, а где еще вы найдете такое оснащение за эти деньги? Становится даже немного тревожно. Посмотрите сюда. Тесненный логотип Mazda на спинке сиденья. Даже по сравнению с Mazda 6e, в кузове седан это ощущается как еще один шаг вверх. И при этом CX-6e стартует всего примерно на 5000 евро дороже, чем Mazda 6e, а батарея еще и чуть больше. Так что да, я честно впечатлен. Что касается трансформации заднего ряда, механизм складывания через кнопку, которую нужно нажимать, не самый идеальный вариант. И здесь, смотрите, нет промежуточных положений для перевозки груза. Либо сиденья сложены, либо зафиксированы, и все. Изофикс сзади, вот они крепления, их хорошо видно, так. И они, кстати, поднимаются вверх, интересно. У Mazda 6e они просто болтаются, а здесь аккуратно складываются. Похоже, их так открывают впервые, вот так. Крепления расположены по бокам. И, честно говоря, по уровню комфорта посадки здесь даже лучше, чем в люксовом седане. И, кстати, если вы не заметили раньше, когда я сижу за рулем, здесь очень много места для ног. Все из-за более вертикальной посадки. Еще один момент. Этой электрической шторкой я могу управлять из заднего ряда. Вот она закрывается. В жаркий летний день это реально добавляет комфорта по климату. И заодно можно полностью сдвинуть вперед переднее пассажирское сиденье. Тогда получается такая прямо шоферская позиция. И снова открываем крышу. Да, пространство становится еще больше по желанию. Теперь багажник, объем 470 литров. Открывание в стиле Porsche Macan. Кнопка здесь снизу достаточно широкая. Есть полка, направляющая слева и справа. Под полку чемодан для ручной клади входит впритык, но все-таки помещается. По ширине примерно метр, по длине тоже почти метр, по высоте около 70 сантиметров. Габариты хорошие. 470 литров, здесь они действительно есть. И еще один момент.
Эту полку можно снять, и тогда видно, что до нее можно дотянуться отсюда. Дистанционного разблокирования нет. И да, как я уже говорил, эти кнопки, которые нужно вдавливать, не мой любимый вариант, давайте так и скажем. Здесь, кстати, тоже нужно немного аккуратнее опускать элементы вниз. С тканью это выглядит лучше. Пожалуй, это единственное место, где качество отделки ощущается чуть слабее, чем в остальном салоне. А вот длина погрузки 1 метр 85 сантиметров. Так что с практичностью здесь все в порядке. Машина действительно удобна в повседневном использовании. Под этим небольшим лючком, кстати, пространства осталось не так много. Поэтому зарядный кабель логичнее хранить спереди, в переднем багажнике, а не здесь. В целом я бы сказал так. Этот автомобиль закрывает очень много пунктов, причем буквально. Он отлично подходит и для обычной жизни, и для перевозки коробок в багажнике. И думаю, вы уже понимаете, к чему это все ведет. И теперь, возможно, возникает вопрос, как вообще можно предложить такой автомобиль за такие деньги? Это стало возможно благодаря совместному предприятию с Changan Automotive, китайским автопроизводителем. Ту же схему Mazda уже использовала с Mazda 6e. В Китае у них есть бренд Deepal, под которым продается близкая по технике модель. Но при этом, и это важно, инженеры и дизайнеры Mazda сделали собственный дизайн экстерьера и интерьера. Полностью своя настройка подвески, своя настройка рулевого управления, свои ощущения тормозов. И, кстати, мы сейчас находимся в Европейском центре исследований и разработок Mazda. Он расположен в Обер-Урселе в Германии. И именно поэтому автомобили тестируют здесь, в том числе на немецких автобанах. Идея простая. Сделать автомобиль, который ощущается правильно для европейского покупателя. И именно этим они здесь и занимаются. Так это и должно работать. Да, в основе китайская платформа. За счет этого эффект масштаба, более низкие производственные и трудовые затраты, а дальше эту платформу адаптируют под европейский рынок. Первым шагом стала Mazda 6e, теперь CX-6e, которая в Китае продается под названием EZ60. Причем, что интересно, он там тоже продается именно как Mazda. А следующий шаг уже собственная, полностью разработанная Mazda электрическая платформа. Она должна появиться примерно с 2028 года. Что еще важно отметить? Есть V2L адаптер, питание внешних устройств мощностью до 3,5 кВт, буксировка до 1,5 тонн, диаметр разворота 12 метров 40 сантиметров. Так что же мы в итоге получаем? И чего здесь нет? Это не спортивный кроссовер, и это не кроссовер с рекордным запасом хода. Но если учитывать цену, а это около 50 тысяч евро стартовой цены в Германии, для немецкого рынка это действительно разумное предложение. И при этом емкость батареи здесь очень грамотно подобрана для такого формата кроссовера. По совокупности факторов предложение получается очень сильным. Да, если сравнивать с конкурентами. Экстерьер выглядит просто отлично, интерьер тоже, а качество сборки салона действительно впечатляет. Да, я сторонник классических приборов, но с другой стороны, проекционный дисплей помогает держать всю важную информацию прямо в линии взгляда. И в итоге здесь получается по-настоящему люксовый салон с очень высоким уровнем комфорта и спереди, и сзади, и пространства внутри более чем достаточно. Так что если вы готовы мириться с тем, что это не самый динамичный кроссовер, и если вам не нужно проезжать по 600 км без остановки каждый день, тогда этот автомобиль вполне может быть для вас. Возможности быстрой зарядки тоже на хорошем уровне. В итоге это очень сильное предложение по соотношению цены и возможностей. И да, он вполне может быть серьезным конкурентом Tesla Model Y. И на мой взгляд, если посмотреть на новый Mazda CX-5, а затем на CX-6e, то становится очевидно. В случае с CX-6e вы получаете больше автомобилей за те же деньги, если сравнивать с CX-5 на DVS. Единственный действительно важный вопрос. Есть ли у вас зарядная инфраструктура? Можете ли вы заряжаться дома? Потому что я всегда говорю так. Если вы не можете заряжаться дома, то электромобили, возможно, пока не лучшее решение для вас. Но если такая возможность есть, то для нынешних владельцев CX-5 это может быть очень удачный момент для перехода на электромобиль. А что думаете вы? Хороший ли это вариант для клиентов CX-5? Является ли он реальным конкурентом Tesla Model Y? Напишите в комментариях. И обязательно посмотрите обзор Mazda 6e, седана родственника. Или, может быть, все еще стоит выбирать самый продаваемый электрокроссовер Tesla Model Y. Что выбрали бы вы? Жду вас в комментариях и в других видео.